Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я пеку традиционную немецкую выпечку к Пасхе. Это традиционная пасхальная сдобная дрожжевая коса. Тесто получается воздушное, в меру сладкое, волокнистое. У немцев на Пасху не принято печь куличи, а принято печь именно вот этот Hefezopf, то есть дрожжевую косу. Или также эта выпечка называется Osterzopf, пасхальная коса. Выпечка эта очень распространена на Пасху в Германии, в Австрии, в Швейцарии, то есть во всех немецкоязычных европейских странах. Существует стандартный классический рецепт именно для Hefezopf. Вот сегодня я вам покажу именно классический стандартный рецепт, который знают все хозяйки. И раньше это была именно пасхальная выпечка, но сейчас, в современное время, эти косички пекутся также и к воскресному завтраку. И готовится эта выпечка предельно просто. Тесто для дрожжевой косы, пасхальной косы, готовится безопарным способом, совершенно просто. Здесь у меня килограмм муки, добавляю туда 10 грамм соли, 150 грамм сахара, 16 грамм ванильного сахара и замешивать буду сегодня в тестомесе. 500 миллилитров теплого молока не выше 40 градусов, добавляю туда кубик свежих дрожжей 42 грамма. Сухих дрожжей следует брать в 3 раза меньше, значит 14 грамм сухих дрожжей. Вообще все добавляется сразу в тестомес. Это я здесь показываю, что вы можете сначала активировать свои дрожжи, посмотреть вообще рабочие они или нет. Но я уверена в своих продуктах, и в Германии обычно все это заливается сразу вместе в тестомес, и дрожжи туда засыпаются просто. Заливаю всю молочную смесь в тестомес, добавляю туда 2 яйца среднего размера, яиц всего 2, больше брать не нужно. И 150 грамм слегка размягченного сливочного масла. Часто вообще используется просто холодное масло. И все это теперь я буду вымешивать 2 минуты на первой скорости из 3 и еще 15 минут на второй скорости из 3. Это тесто должно быть хорошо вымешано. Поэтому я здесь сегодня замешиваю, естественно, только в тестомесе. На вкус это ни в коем случае не бриош. На вкус это в меру влажная, очень легкая, волокнистая, сдобная дрожжевая выпечка со сливочным вкусом, с таким хорошим. В меру сахара, в меру масла здесь. Эти косички можно есть просто так, с чаем, с кофе. Но можно использовать как основу для сладких бутербродов с различным вареньем, с шоколадной пастой, все, что вы захотите. Тесто уже готово. Спустя 17 минут, в моем случае тестомес 700 Вт. Тесто уже практически не липнет к рукам. Оно хорошо уже отделяется от стенок посуды, оно собирается уже в комок. Растягиваем вот так вот кусочек теста, смотрим, оно не рвется. Прозрачное получается. И здесь я брала намеренно самую простейшую муку. Здесь у меня получается 11 грамм белка на 100 грамм муки. В идеале, конечно, для этих косичек нужно брать муку посильнее, но показываю здесь специально для всех, чтобы можно было приготовить из самой обычной муки. Если вы захотите ручным замесом это замешивать, я советую 1/3 теста замешивать или хотя бы половину, потому что вот так, чтобы до волокнистого состояния, это тяжело вымешивать это тесто, поэтому я всегда это замешиваю в тестомесе. Убираю сейчас на час это тесто. Оно у меня вот так хорошо поднялось. Делаю ему обминку и сразу начинаю его уже разделывать. Изделия эти очень простые. Здесь делается все очень просто, и для тех, кто боится формовать, допустим, булочки какие-то фигурные, вот это, я считаю, очень подходящий вариант. Я делю сейчас эту порцию теста на 2 равные части. Одну часть я сейчас уберу в миску, накрою крышкой и отставлю пока что в сторону, и буду разделывать половину теста. Эту половину теста я сейчас делю на 3 равные части на весах и буду раскатывать из него жгуты. Как я уже сказала, что эти косички делаются самым простым и элементарным способом. Их не раскатывают предварительно в лепешки, потом сворачивают из них идеальные жгутики. Нет, это все здесь делается гораздо проще. То есть они раскатываются просто вот сразу. С этим тестом обычно работают так. Слегка раскатывается один жгутик, потом слегка второй, потом слегка третий. И так по очереди раскатываем их постоянно, и они будут все более податливо и податливо раскатываться. Здесь все предельно просто. Слегка муки я использую, это нормально. И я раскатаю сейчас эти жгутики длиной примерно сантиметров 70. Вот здесь они должны быть действительно длинные, потому что косу я буду делать большую. Она у меня будет в готовом изделии уже примерно 50 сантиметров в длину. Плетем просто косичку. Здесь очень важный момент – делать ее очень свободно, эту косичку. Потому что тесто будет сейчас увеличиваться хорошо очень в объеме, мы дадим ему хорошую расстойку. И чтобы она у вас не рвалась, эта косичка, очень сильно, ей нужно место. И поэтому мы раскатали такие длинные жгуты, чтобы потом нам удобно было сплести именно такую длинную косу.
У кого семья большая, как вот в моем случае, очень удобно не делать много булочек. Вот эту косичку можно сплести, это делается очень просто и очень быстро. И потом разрезать, всем на вкус будет как булочка. И чем хороша эта косичка, вот большая, она дольше сохраняет влажность. И она получается влажнее гораздо, чем булочки. Ставлю сейчас на расстойку, хотя бы на полчаса. Здесь очень важна расстойка уже в сплетенном виде, потому что если поставить ее без предварительной такой хорошей расстойки в духовку, у вас просто лопнет вот эта середина и будет некрасиво. У меня сейчас прошло уже минут 40. Для смазывания изделия сверху я беру 1 желток, 1 столовую ложку молока и аккуратно смазываю. Кисточку можете брать и поменьше, но так как изделие у меня огромное, я смазываю силиконовой кисточкой. В Германии очень часто смазывают вот перед расстойкой желтком и потом еще раз вот эти косички. Но я так не делаю. Если хотите, можете 2 раза желтком смазывать. По традиции эти дрожжевые косички всегда украшаются миндальными лепестками и жемчужным сахаром. Это термоустойчивый сахар, который не плавится в духовке и придает дополнительную сладость изделию, так же как и миндальные лепестки дают очень роскошный вкус дополнительно. Выпекаю я при температуре 180 градусов Цельсия первые 22 минуты без конвекции и еще последующие 5 минут с конвекцией. То есть в общей сложности вот такую большую косу я выпекаю 27 минут в моей духовке. Итак, вторую часть теста я сейчас разделила на 8 частей, скатала 8 вот таких тоненьких жгутиков, примерно по 50 сантиметров в длину. И сплету сейчас косички из теста из 4 жгутов. Делается это тоже несложно. Надеюсь, что я понятно здесь показываю. То есть делается у нас всегда крестик. В середине получается такая как бы квадратная коробочка постоянно из теста. И вот уже на 3-м переплетении мы плели сейчас как бы вверх и сейчас плетем в бок. Иначе вся эта конструкция у нас так или иначе все равно развалится. И сейчас я постоянно подправляю это изделие и смотрим, чтобы у нас постоянно получался крестик и в центре, чтобы получалась вот эта вот коробочка, так сказать, квадратная. Но я думаю, что здесь принцип уже понятен. Главное постоянно смотреть, чтобы рисунок не сбивался. Вторую косичку я тоже сплела, немножко она у меня перекрутилась, но я думаю, что здесь на первой косичке это понятно. Я замешивала еще дополнительно тесто на полкило муки, естественно, по этому же рецепту, потому что для моего тестомеса за одну порцию вымешивать на 1,5 килограмма муки массу – это тяжеловато, поэтому я дополнительно замешивала еще на полкило муки. Здесь я сплела еще одну большую косу, убираю ее сейчас на расстойку. 2 маленькие косички у меня уже поднялись, они у меня поднимались примерно полчаса. Смазываю их также желтком с молоком, посыпаю здесь просто жемчужным сахаром и убираю сейчас выпекаться на 25 минут. То есть первые 20 минут я выпекаю без конвекции и последующие 5 минут с конвекцией, температура 180 градусов Цельсия. Температура очень индивидуальна, но говорю такую стандартную температуру, как вот я делаю. Итак, большая вторая коса у меня тоже расстоялась. Она у меня растаивалась быстрее, потому что в кухне уже было очень тепло от предыдущей выпечки. Расстойку делаем, естественно, накрыв пленкой либо полотенцем, и чтобы не было сквозняка. То есть коса такая огромная, гигантская получается. Вот эти маленькие косички у меня выпеклись. Проверяю для вас деревянной шпажкой. Шпажка выходит сухая и чистая. Вторая большая коса у меня тоже выпеклась. Она, конечно же, пуховая. Она делается элементарно, просто и быстро, и очень вкусно. Кому вот хочется просто к чаю сделать, я очень советую. Первая коса у меня уже полностью остыла. Снимаю ее сейчас с бумаги для выпечки. Бережно, конечно, с таким большим изделием нужно обращаться, но это того стоит, потому что оно будет все равно наиболее влажным, чем мелкие изделия из дрожжевого теста. Это тесто можно сформовать вечером заранее, то есть сплести из него косу, поставить уже в таком сплетенном виде в холодильник, накрыв пленкой. Оно там будет спокойно растаиваться, спокойно подниматься уже в сплетенном виде. На следующий день, когда вам нужно будет это изделие уже к чаю подать, допустим, на завтрак, просто, допустим, в выходной день, можно его также смазать уже желтком, посыпать любыми посыпками, орешками, там, этим же сахаром жемчужным, и уже к чаю подавать горячую выпечку. Я имею в виду не к праздничному столу, а просто к чаепитию. Кто захочет вот так сделать, это тесто очень неприхотливое. Оно спокойно перенесет ночь в холодильнике.
То есть здесь только плюсы, и делается элементарно, просто и быстро. Вот такое мягкое, волокнистое оно получается. Оно нарезается уже без крошек. Это я вам нарезаю, здесь показываю еще в не до конца остывшем виде. На следующий день вообще просто идеально будет нарезаться. Храните, естественно, как любую дрожжевую выпечку сдобную мы храним. Все как всегда. Меряю вам здесь сантиметром, 47 сантиметров, это получается у меня первая коса, и вторая еще больше у меня получилась, то есть примерно 50 сантиметров. Вот так вот выглядит на разрезе маленькие косички. Тесто очень легкое, в то же время волокнистое, в меру влажное, в меру сладкое. Очень благородная на вкус выпечка, очень советую ее готовить. Проще уже некуда. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.